Когда мы думаем о разумных существах, кроме людей и других цивилизаций, то чаще всего представляем инопланетян. Но даже самые продвинутые космические аппараты демонстрируют нам пустынные пейзажи, как на этом снимке марсохода Perseverance. А что если взять иное измерение – время вместо пространства и внимательно посмотреть вместо неба себе под ноги? Там, глубоко в Земле, может быть спрятано то, что мы мечтаем найти в космосе. Взрыв развития животных на Земле произошел 540 миллионов лет назад, в Кембрийском периоде. Современные люди существуют всего 300 тысяч лет. У жизни было достаточно времени, чтобы создать цивилизации до нас и привести их к гибели. Насколько, по мнению ученых, верны мифы, легенды и различные современные гипотезы о высокоразвитых существах прошлого? Кто почти 3 миллиарда лет назад смастерил глобусы из вечного материала? И какое послание оставит наша цивилизация своим преемникам? Гора Рашмор против атомного реактора. Что продержится дольше? Готовимся к старту. Сегодня мы совершим путешествие в прошлое. Нас ожидают просто космические впечатления. Если мы посмотрим на истоки, то у всех живых существ на Земле найдем универсального общего предка. Это бактерия Лука, которая жила 4,28–3,28 миллиарда лет назад в Архее. Никто не знает, как она выглядела на самом деле, потому что ископаемых остатков микроорганизма не обнаружено. Ученые смогли узнать о Луке с помощью генетики. Как это удалось? У всех живых существ есть генетический код. Представьте его как книгу, написанную с использованием алфавита всего из 4 букв: A, T, C и G. Они составляют 64 слова, каждая из которых содержит 3 буквы. А последовательность этих слов и есть генетический код. Вы – кактус на вашем подоконнике, паук на стене, ваша собака или кошка. Да, все мы родственники. Ведь наши гены написаны на одном языке. А бактерия Лука – семя, и из нее выросло древо жизни на Земле. Оно было не первым, но все началось с него. Планета со времени зарождения бактерии беспрерывно менялась. Бесконечные океаны теснила суша. Горы поднимались и опускались. За засухами следовали ледниковые периоды. Жизнь трансформировалась вместе с планетой. Вначале появились одноклеточные организмы, но миллиарды лет спустя существа стали намного сложнее. Мы, люди, уверены, что являемся в этой иерархии высшим звеном, самым разумным видом, когда-либо ходившим по Земле. Вершина эволюционной цепи? У нас в этом нет никаких сомнений. Хотя, если подумать, откуда мы знаем это наверняка. Давайте на мгновение представим, что некая цивилизация вымерла за миллионы лет до появления гоминидов. Точного определения цивилизации не существует. Однако мы обычно связываем ее с видом, способным изменять свою физическую среду в своем регионе или даже в планетарном масштабе. Как мы узнаем миллионы лет спустя, что такой вид существовал? Очень мало что осталось от неандертальцев, которые жили всего несколько десятков тысяч лет назад. Впрочем, может, определить это получится по каким-то косвенным признакам. Возьмем, к примеру, динозавров. В сериале «Звездный путь» идея их развитого общества обыграна в одном из захватывающих эпизодов. Чистая фантастика или в ней есть рациональное зерно? Чтобы во всем разобраться, давайте рассмотрим подробнее этот сценарий. Раньше считалось, что динозавры были невероятно тупыми. А как иначе? У древних ящеров, какими гигантскими они ни были, мозг оказался невероятно мал. Например, у бронтозавра, который обитал в меловом периоде, палеонтологи определили мозг размером не больше спичечного коробка. Какая толковая мысль могла родиться в такой маленькой голове? Но это видение, без сомнения, немного перебор. У бронтозавров было достаточно таких себе интеллектуальных достижений. Они контролировали и перемещали в пространстве свое 30-тонное тело, умели находить пищу, избегать хищников, воспитывать и защищать потомство.
Позже ученые обнаружили, что некоторые так называемые птичьи динозавры были предками современных пернатых. У птиц тоже маленький мозг, потому что им нужно летать. Но многие из них довольно умны, особенно вороны и попугаи. Нейроны в их мозге расположены гораздо плотнее, и у птиц в несколько раз больше нейронов на грамм мозга по сравнению с млекопитающими. А именно нейроны во многом отвечают за сознание и интеллект. Птичьи динозавры, например, тероподы, предположительно имели такую же структуру мозга, как у пернатых. Следовательно, древние ящеры могли быть намного умнее, чем предполагалось ранее. Мы не знаем этого наверняка, потому что мозг не окаменевает, и его нельзя напрямую изучить. Однако точно известно, что некоторые современные птицы обладают разумом. Они даже в состоянии использовать орудия труда и инструменты. Вот один пример, о котором рассказывали пользователи соцсетей. На железнодорожной станции в германском городе Потсдам решили утолить жажду две вороны. Одна из них нажимала кнопку на диспенсере для воды клювом, в то время как другая пила воду, которая текла. Обе птицы, должно быть, наблюдали, как люди используют кнопку, чтобы появилась вода, и переняли их опыт. Это явно разумное поведение, которое демонстрирует способность пернатых пользоваться инструментами. И птицы здесь не одиноки. Недавно доказано, что даже крокодилы, которые являются родственниками нептичьих динозавров, использовали инструменты. Почему тогда нельзя допустить, что динозавры делали то же самое? Самыми умными в настоящее время считаются троодоны, птицеподобные динозавры из мелового периода. Они соответствуют многим требованиям, которые мы обычно ищем в технологически продвинутых видах. Судя по размеру мозга, троодоны в виртуальном путешествии предстанут перед нами очень социальными существами. У них к тому же были длинные руки с ладонями и пальцами, так что ящеры теоретически обладали достаточной ловкостью, чтобы обращаться с инструментами и манипулировать предметами. Троодоны вымерли к концу мелового периода, около 65 миллионов лет назад, вместе со многими другими динозаврами. Это предположительно случилось в результате грандиозной катастрофы. Тогда в Землю врезался огромный астероид. Если древние ящеры к тому времени действительно развили какие-то технологии, то никаких признаков их деятельности не обнаружено до сих пор. Но мы знаем много разумных животных в современном мире, что служит в пользу версии существования таких же видов в прошлом. Ряд экспертов заявили, что сознание среди животных намного больше распространено, чем мы могли бы подумать. Например, осьминоги невероятно умны, способны решать сложные задачи, чувствовать физическую и даже эмоциональную боль. Одно из исследований предполагает, что осьминогам снятся кошмары. Другие эксперименты показали, что собаки, мыши, слоны также проявляют качества разумных существ. Или вот еще пример. Недавно ученые обнаружили кладбище детенышей слонов, и они, вероятно, похоронены своими сородичами. Интересный факт. Эти огромные млекопитающие способны узнавать свое отражение в зеркале. Крайне редкая способность среди живых существ, если не считать человека. Дельфины – это вообще отдельный разговор. Об их уме и изобретательности ходят легенды. Дельфины поражают своими эмоциональными способностями и самосознанием. Ни для кого не секрет, что эти морские млекопитающие понимают грусть и радость, умеют сочувствовать и сопереживать. Они не раз спасали людей из беды. Известно много случаев, когда при кораблекрушениях дельфины вытаскивали тонущих, отгоняли от них морских хищников и помогали добраться до берега. Как и слоны, дельфины способны узнавать себя в зеркале и обладают сложной системой общения, используя звуки и жестовые сигналы. Крысы, которые нас так сильно достают, отличаются способностью к обучению и решению сложных задач. Это очень хитрые, изобретательные и чрезвычайно выносливые животные. Они обладают отличной памятью. В каждой крысиной колонии существует иерархическая структура. Еще более любопытными кажутся и исследования пресмыкающихся и насекомых. Вот казалось бы, у кого разума никак не обнаружить. Однако многие из них, в первую очередь мухи и пчелы,
потенциально могут правильно оценивать самые сложные ситуации, а после этого выбирают лучший вариант поведения. Впрочем, некоторые исследователи настроены более скептически и утверждают, что все это не обязательно указывает на сознание. Но как бы то ни было, точно можно сказать одно. Ни один вид современных животных на Земле не создал чего-либо подобного человеческой цивилизации. То же самое можно предположить и по отношению к прошлому Земли, хотя нельзя отрицать и противоположный сценарий. Нет никаких доказательств того, что в доисторические времена не существовала некая цивилизация разумных существ. И ученые провели мысленный эксперимент, попытавшись выяснить вероятность возникновения высокоразвитого общества в древности. Глава Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт вместе с профессором физики и астрономии Рочестерского университета Адамом Франком изучили силурийскую гипотезу. Она названа по эпизоду из киносериала «Доктор Кто». Там высокоразвитые рептилоиды, которые жили в силурийском периоде, вновь возродились в наши дни. Ученые сразу оценили версию о разумных рептилиях как чисто фантастическую. Однако в целом идея о цивилизациях до появления человека, по их мнению, способна оказаться вполне реальной. Какими могли быть эти сообщества? И кто их составлял? Исследователи судят об этом только на примере нашей цивилизации, поскольку другие пока неизвестны. Нашу 300-тысячелетнюю историю можно разбить на 3 периода. На первом, самом длительном этапе, который равен 97% времени, мы были охотниками и собирателями. Затем, во второй период, 100 тысяч лет назад, сельскохозяйственная революция привела к демографическому и технологическому прогрессу. Возникали государства и империи, строились города, развивались ремесла. На этот этап приходится 2,9% нашей истории. И только 300 лет назад мы создали технологическое общество, что равно 0,1% времени существования человечества. В первый период рядом с людьми жили равные по возможностям соседи. Неандертальцы, денисовцы, Homo erectus, Homo naledi. Они занимались охотой и собирательством, обустраивали себе жилища в пещерах, шили одежду, изготавливали украшения и умели многое другое. Например, точно известно, что неандертальцы лечили больных, хоронили своих покойников. Почему тогда именно человек разумный оказался победителем в эволюционной гонке? Мозг у людей и неандертальцев одинакового размера. Однако у человека больше нейронов, которые отвечают за мышление и возможность оценки ситуации. Скорее всего, это и погубило неандертальцев при соперничестве с людьми. Наши предки-кроманьонцы в борьбе за пищу и другие ресурсы могли полностью истребить своих соседей. В любом случае, мы точно знаем, что на Земле, кроме нас, жили разумные существа. Тогда почему бы не допустить, что какие-то еще обитатели планеты не создали в прошлом развитое сообщество? Только это случилось гораздо раньше, чем мы появились на планете, миллионы лет назад. Сохранятся ли подсказки о существовании такой цивилизации до наших дней? Ученые говорят, что ответ во многом зависит от уровня развития вида. Общество на ранней стадии, скорее всего, как и мы, занималось бы скотоводством и собирательством, строило небольшие селения. Время быстро уничтожит примитивные строения, превратит в пыль одежду и орудия труда таких существ. Да, но должны остаться окаменелости. Кости, отпечатки, следы. На самом деле это не самый надежный маркер. Чтобы окаменелости сохранились, целые миллионы и миллиарды лет нужна правильная кислотность, влажность грунта и другие подходящие условия. Такое сочетание благоприятных условий в природе встречается крайне редко. Возьмем одних из самых успешных доисторических животных, которых мы знаем, все тех же динозавров. Примерно за 165 миллионов лет все время их существования на планете было столько древних ящеров, что не сосчитать. Несмотря на это, пока найдено только несколько полных скелетов динозавра. Остальное – отдельные кости и их фрагменты.
Если представители древнего разумного сообщества, в отличие от динозавров, были немногочисленны, мы вряд ли отыщем их окаменелости. Но даже в случае удачи не удастся идентифицировать останки как древних охотников и собирателей. Представим, что неизвестная цивилизация поднялась до 2-го уровня развития человечества. Тогда она наверняка оставила после себя немного больше подсказок. Хотя здесь тоже все очень сложно. Здания, построенные, скажем, какими-то разумными млекопитающими, возможно, частично бы и сохранились. Только найти их очень мало шансов. Даже наши, казалось бы, многочисленные и огромные города по разным оценкам занимают от 3 до 5% площади планеты. Менее развитое общество было бы урбанизировано на порядок меньше. Чтобы наткнуться под землей на развалины его городов, надо перекопать целые континенты. Причем рыть придется невероятно глубоко. Впрочем, свое государство могли построить и водные обитатели, ведь основную территорию планеты занимают океаны и моря. Подходящие для этого условия сложились, например, в Нижнем Палеозое более 400 миллионов лет назад. Тогда наступил расцвет головоногих моллюсков. Теплые воды просто кишели наутилодеями. Если наши осьминоги так умны, то почему бы похожим на них существам в древности не проявить чудеса сознания? Теоретически можно представить, что они создали свою страну наутилусов. Вероятнее всего, под водой им не понадобились бы города, а также какие-то источники энергии. Их инженеры скорее сосредоточились бы на ирригации. Они отводили от морей под свое жилье каналы, строили пруды для разведения в пищу червей и мелкой рыбы. А в свободное время они наверняка придумали для себя невероятные подводные забавы. Например, проводили рыбьи бои и устраивали шоу, используя преломление света в воде. Только у нас нет шансов узнать, было ли подобное в реальности. Ирригационные сооружения головоногих быстро превратились бы в песок. От них самих сохранились бы в лучшем случае только раковины. А вот высокотехнологичная цивилизация наверняка оставит долговременные следы. Но что искать? Фрагменты зданий? Окаменелости? Синтетические материалы? Понять это поможет мысленный эксперимент, который провели ученые при изучении силурийской гипотезы. Они представили, что человеческая цивилизация исчезла. Можно подумать, что наши города с крепкими зданиями после этого простоят вечно. Но на самом деле время быстро сотрет их с лица Земли. Когда это случится, точно сказать невозможно. И все же давайте с помощью ученых прикинем, какой в разные временные периоды мы увидели бы Землю после исчезновения людей. К концу первого столетия почти у всех зданий развалятся крыши и железные конструкции. Мост Золотые ворота и Бруклинский мост рухнут из-за коррозии несущих тросов. Разрушатся и такие, казалось бы, крепкие конструкции, как колонны зала высшей гармонии в запретном городе Пекина. Еще 20-30 лет устоят толстые колонны помещения, хотя и они затем распадутся на куски. Некоторые вещи при разрушении будут создавать настоящие катастрофы. Хаос и уничтожение всего живого. Вот что наше наследие способно принести оставшимся на планете живым существам. Так из-за коррозии образуются пробоины в цистернах с токсичными веществами типа хлора. Ветер разнесет по планете ядовитые облака, которые по пути отравят все живое. Попав в воду, хлор вступит с ней в химическую реакцию и образует соляную кислоту. Это поставит под угрозу существование многих водных обитателей. Ценителей прекрасного сильно расстроит то, что быстро отправится в небытие множество шедевров архитектуры и искусства. Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» осыплется от чрезмерной влаги. Картина «Мона Лиза» гениального художника покрыта специальным защитным стеклом. Оно выдерживает попадание снаряда и бережет полотно от сырости. Однако за 100 лет шедевр полностью съедят жуки-точильщики. Уже через тысячелетия все станет намного хуже. От замков, домов, небоскребов, стадионов и памятников останется только пыль. К тому времени разрушатся и самые опасные объекты – атомные реакторы.
А вот их смертельная начинка, урановое топливо, распадется намного позднее, не ранее, чем через 24 тысячи лет. Это огромный срок, но, вероятно, уран надолго переживут гранитные скульптуры 4 президентов США на горе Рашмор. Гранит разрушается примерно на 2,5 сантиметра каждые 10 тысяч лет. Поскольку у нас и скульптур президентов имеют длину примерно около 6,4 метров, они останутся целыми 21 миллион лет. Еще дольше будут разрушаться сами скульптуры. Только они уже никого не сумеют восхитить своим видом, поскольку к тому времени окажутся глубоко под землей. Там же, в геологической летописи планеты, навсегда останутся изменения окружающей среды от наших технологий. В частности, чтобы обеспечить питанием населения почти 8 миллиардов человек, мы используем интенсивное земледелие. Для этого широко применяем удобрения, особенно азотные. Потоки азота перенаправляются на поля, концентрируясь в отдельных местах. Еще мы добываем огромное количество редкоземельных элементов для электроники. Сейчас на поверхности гораздо больше таких атомов, чем было до вмешательства человека. Подобные изменения будут заметны в отложениях сотни миллионов лет. И, конечно, мы надолго оставим после себя вездесущий пластик. Исследования показали, что немыслимое количество синтетического мусора уже скопилось на морском дне, от прибрежных районов до глубоких впадин и вод Арктики. Со временем пластик распадается на микроскопические частицы, которые останутся на дне в течение целых геологических эпох. Массовое сжигание ископаемого топлива, наверное, тоже оставит вечную отметку в истории планеты. Изотопы углерода, который выбрасывается в атмосферу при использовании такой энергии, отличается от других. Повышение температуры от применения ископаемого топлива вызывает не менее серьезные изотопные изменения. Эти сдвиги должны быть очевидны любому ученому будущего, который будет проводить химический анализ горных пород нашей эпохи. Если продвинуться дальше по временной шкале, то через миллионы лет на Земле не останется никаких признаков нашей цивилизации. Вернее, почти никаких. Да, кое-что сохранится, и в столь далекие времена, правда, придется хорошо поискать. Так руины некоторых зданий могут превратиться в окаменелости, хотя более вероятно, что они будут уничтожены в результате последующих движений тектонических плит. Но о человеческой цивилизации наверняка будут напоминать множество мелких обломков вещей глубоко под землей. Сохранятся некоторые из сотен миллионов керамических микропроцессоров с золотым покрытием. Сами устройства станут полностью непригодны, однако по ним можно будет сделать примерный вывод о достигнутом человечеством уровне развития. Также под землей будут встречаться осколки стекла, пластиковые бутылки и другие подобные предметы. А вот барьер в 100 миллионов лет никакие полиэтиленовые пакеты или бутылки не преодолеют. Их съедят эволюционировавшие бактерии, которые будут рассматривать все виды пластика как отличный источник питания. На таких сроках о существовании людей прямо напомнят лишь их окаменевшие скелеты внутри горных пород, а о материальной культуре – керамические артефакты. Еще на поверхности планеты могут остаться участки с радиоактивными изотопами на местах бывших могильников атомной индустрии. Сроки распада отдельных радиоактивных элементов исчисляются миллиардами лет. Кроме того, некоторые из самых глубоких шахт, которые вырыли люди, вполне возможно не затронет тектоника плит. Они сохранятся до тех пор, пока существует Земля. Эти шахты можно будет обнаружить с помощью сейсмического оборудования и георадаров. Откуда ученые взяли эти цифры? Здесь существует множество подсказок, и вот одна из них. Сейчас самый старый крупномасштабный участок поверхности находится в пустыне Негев на Ближнем Востоке. Возраст этой территории составляет 1,8 миллиона лет, остальная поверхность планеты намного моложе. При поиске древней технологической цивилизации нам следует опираться на подобные ориентиры. И ученые уже примеряют неожиданные изменения в геологических отложениях к силурийской гипотезе.
Интерес у них вызвал палеоцен эоценовый, термический максимум, который был на Земле 55 миллионов лет назад. Тогда средняя температура резко поднялась в среднем на 8 градусов. Ученые считают скачки соотношения изотопов углерода в этой эпохе подобными тем, что возникли в результате нашей деятельности. Является ли данный скачок тепла указанием на древнюю индустриальную цивилизацию? Палеонтологи, к сожалению, дают отрицательный ответ. Колебания температуры во времена палеоцен-эоценового термического максимума растут и падают с интервалом в несколько сотен тысяч лет. Подобное не соответствует потеплению от деятельности технологического общества. И в целом ученые пришли к выводу, что только изотопных всплесков в геологических записях недостаточно для подтверждения силурийской гипотезы. Нужны дополнительные доказательства, например, подходящие артефакты. Здесь им пригодились несколько интересных находок. В республике Габон обнаружен ископаемый ядерный реактор. Его возраст оценивается в 1,8 миллиарда лет, а время работы в 500 тысяч лет. Некоторые эксперты считают, что этот реактор не мог быть создан естественным путем. Для его самозапуска уран в Окла недостаточно обогащен, а вода должна быть гораздо чище, чем природная. Однако после тщательного изучения ученые отвергли искусственную природу этого артефакта. Ядерный реактор в Окла сумела запустить всесильная природа. Оказалось, что обогащенного урана тогда на Земле было больше, чем и кислорода, позволившего растворить уран в воде. И еще, чтобы создать столь весомые артефакты, цивилизация должна была существовать миллионы лет. Наша оставила бы лишь сантиметр в геологических отложениях, а более кратковременная – вообще миллиметры. Если мы даже и нашли следы такой цивилизации, то могли их просто не заметить. Также трудно будет распознать отпечаток сообщества, во много раз превосходящего нас по технологиям. Как предполагают ученые, столь развитая цивилизация не засоряла бы окружающую среду, а использовала более чистые источники энергии. Однако многие серьезные исследователи все же пытаются найти следы разумных существ до людей. В качестве ориентиров они зачастую опираются на древние мифы и легенды. Эти весточки из старины, по мнению сторонников их реальности, не могли возникнуть на пустом месте. К тому же существуют некоторые артефакты, которым наука не может дать бесспорного объяснения. Кто сотворил цивилизации в древних мифах? Чаще всего люди, но совсем не такие, как мы. Они обладают совершенно иными качествами, недоступными простым смертным. Больше 2000 лет живет легенда об Атлантиде. Еще в диалогах античного мыслителя Платона есть утверждение о реальности цивилизации под таким названием. В 421 году до нашей эры греческий философ в двух своих сочинениях «Тимей и Критий» изложил яркую историю и печальный конец этого чудесного государства. По словам Платона, Атлантида – огромный остров, лежавший в океане за Геркулесовыми столпами, то есть в современном понятии за Гибралтаром. В его центре возвышался холм, на котором цивилизация древних атлантов возвела храмы и царский дворец. Акрополь, верхний город, защищали 2 ряда земляных насыпей и 3 водных кольцевых канала. Наружное кольцо соединялось с морем 500-метровым каналом, по которому во внутренний порт заходили корабли. Жизнь Атлантиды в трудах Платона представлена настоящим раем. Народ там имел все необходимое для сытого, благополучного существования. Атланты в основном развлекались конскими скачками, любили попариться в термальных банях, благо на острове были 2 источника холодной и горячей воды. Для снабжения порта пресной водой древние умельцы даже повернули русло реки. В Атлантиде был введен запрет на золото и серебро, которые практически бесполезны и только разжигают алчность. Там существовало равенство мужчин и женщин, гармония между поколениями. Самих атлантов мы бы тоже увидели героями какой-то сказки. Они были очень высокими, темноволосыми и кореглазыми, с чрезвычайно сильными, идеальными по форме телами. Атланты обладали магическими способностями,
запросто могли лечить любые болезни, владели телепатией и гипнозом. Однако все эти сверхчеловеческие умения не спасли их от грандиозной катастрофы. Чудовищное землетрясение и наводнение в течение суток погубили Атлантиду, утопив в морской пучине. Как вам впечатление от этого рассказа древнего философа? Наверняка многим покажется чудесной сказкой с печальным концом. Ученые долгое время считали так же, не оставляя Атлантиде никакого шанса. Главное, что не сходились временные рамки. По сведениям Платона, катастрофа произошла 11,5 тысяч лет назад. В то время человечество только выходило из палеолита, древнего каменного века. Трудно представить, что где-то жил народ, в своем развитии обогнавший род людской на многие тысячи лет. Впрочем, энтузиасты долго не сдавались. В разные времена они упорно искали Атлантиду. Среди 50 точек на Земле, определенных ими для поисков, острова Зеленого мыса, Святой Елены, Вознесения, Канарские, в Саргассовом море, Америки и Скандинавии. Есть и совсем фантастические места, например, Бразилия или Сибирь, о существовании которых древний философ вряд ли даже подозревал. Свыше 20 экспедиций прочесали все эти местности. Никаких признаков исчезнувшей цивилизации никто не обнаружил. После этого Атлантиду Платона окончательно причислили к утопиям. И вдруг несколько десятилетий назад произошел сенсационный поворот. В наши дни некоторые историки и археологи признали, что в диалогах Платона все же содержится зерно реальных фактов. Недавно предложена новая модель грандиозной геологической катастрофы далекого прошлого. Она возникла из-за резкого смещения африканской тектонической плиты в северном направлении. Столкновение ее с европейской плитой вызвало на востоке извержение вулкана Санторин, а на западе – погружение в океан вулканических островов, один из которых был Атлантидой. Эта гипотеза не противоречит геолого-геофизическим данным современной науки. Так что Атлантиду, возможно, рано списывать со счетов. Во всяком случае, окончательно. Это подтверждает наш предыдущий опыт поиска древних городов и государств. Илиада Гомера тоже долгое время считалась вымыслом. Только в 1870-х годах знаменитый немецкий археолог-самоучка Генрих Шлиман нашел руины легендарной Трои и даже, по его мнению, клад царя Приама. Это событие вызвало всплеск разных теорий о навсегда потерянных цивилизациях в течение следующих 30-40 лет. Одна из них – высокоразвитое общество, которое существовало еще до ледникового периода. Идея об этом возникла у английского писателя Грэма Хэнкока в 1995 году. Автор гипотезы считает, что повествование традиционной археологии о нашем прошлом представляется неполным. В частности, не учитывается длительный промежуток, в течение которого на Земле существовали анатомически современные люди. Но ни одного развитого общества в это время они так и не сформировали. В связи с этим Хэнкок задался следующим вопросом. Почему наши далекие предки уже имели вполне сопоставимый с нынешним облик, по крайней мере 300 тысяч лет назад, а цивилизации начали возникать только около 6 тысяч лет назад? Писатель утверждает, что эти пробелы могут указывать на критические упущения в нашем понимании истории. Хэнкок считает, что его гипотеза органично заполняет этот пробел. По его мнению, примерно 12 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, существовала развитая цивилизация мореплавателей. Это продвинутое общество имело глубокие знания в различных сферах, особенно в астрономии, архитектуре и математике. В качестве доказательств Хэнкок приводит слишком сложные свидетельства об астрономических знаниях и архитектурные артефакты, такие как Гёбекли-Тепе. Это место на юго-востоке Турции, где расположено древнейшее сооружение круглой формы. До 20 концентрических колонн, по оценкам специалистов, достигают возраста 12 тысяч лет. В то время, согласно современному видению истории, люди достигли лишь стадии развития охотников и собирателей. Однако критики теории на все аргументы находят возражения.
В районе странных колонн, например, не обнаружено никаких костей одомашненных животных, металлических орудий труда, надписей или керамики. Все это продукты, которые производили гораздо позже развитые цивилизации. Так что феномену Гёбекли-Тепе следует искать другие объяснения. Например, не исключена ошибка в определении его возраста, и на самом деле артефакт сооружен намного позже, когда человеческое общество достаточно развилось. Впрочем, это далеко не все доводы Грэма Хэнкока в пользу доледниковой цивилизации. Он привязывает к своей теории легенды о всемирном потопе, которые в той или иной версии есть в разных культурах. Писатель считает эту мифическую катастрофу реальной. Событие, по его мнению, произошло в позднем Дриасе. Так называется завершающий этап последнего периода оледенения, за которым последовала теплая пребориальная эпоха Голоцена. Тогда, примерно 11 800 лет назад, температура на Земле резко выросла. Подобная смена климата могла объяснить внезапное повышение уровня моря и глобальное затопление земель, которые были домом цивилизации до ледникового периода. Но, возможно, некие суда типа Ноева ковчега тогда спасли часть опытных мореплавателей от гибели. Тем временем понятие «борея» от слова «северный ветер борей» всплывает еще в одной интересной версии. Речь идет о мифической северной утопии под названием Гиперборея. Она была населена настоящими великанами, которые жили не менее 1000 лет. Могло ли население практически бессмертных гигантов сформировать развитую цивилизацию в северных пределах Азии? И главное, зачем исчезнуть без следа? Ну или оставив лишь смутные упоминания среди своих соседей. Теория гиперборейской цивилизации – важная тема в греческой мифологии. Некоторые исследователи предполагали, что она находилась на крайнем севере, в то время как другие связывали ее с такими регионами, как Британия, Северная Россия или даже Северное Причерноморье. В некоторых эзотерических или альтернативных исторических теориях Гиперборея иногда преподносится как место жизни предыдущей, более развитой по сравнению с нашей цивилизацией. Или иногда ее рисуют как золотой век некого доисторического общества людей. Есть еще более невероятная идея. Гиперборейцами некоторые эксперты видят инопланетян. В 1974 году такое предположение высказал Роберт Шарру, автор книг в жанре эссе на темы палеоконтакта, теории катастроф и мистических явлений. Он связал гиперборейцев с древней расой астронавтов. По его версии, разумные внеземные существа, таинственные инопланетные астронавты посещали Землю и вступали в контакт с людьми в доисторические времена. Сторонники теории предполагают, что этот визит повлиял на развитие современных культур, технологий, религий и биологии человека. Божества в большинстве религий имеют внеземное происхождение. Это потому, что передовые технологии, принесенные на Землю инопланетянами, ранние люди воспринимали как доказательство божественного статуса, что нам напоминает о пришельцах из далекого космоса. Например, сеть мегалит, разбросанных по всей Земле. Мегалитами называют гигантские камни, которые использовались для строительства доисторических сооружений. Только в Европе обнаружено более 35 тысяч подобных артефактов. Самый известный из них, наверное, Стоунхендж – древнее мегалитическое сооружение на равнине Солсбери, английского графства Уилтшир. Оно состоит из кольца гигантских вертикально стоящих камней. Каждый из них достигает высоты около 4 метров и весит примерно 25 тонн. Внеземное происхождение также нередко приписывают странным объектам на острове Пасхи. Это не менее 1000 древних монументальных статуй, которые называют моаи. Самые большие весят более 80 тонн, и их наверняка пришлось перевозить на северное и южное побережье острова. Это вряд ли было под силу древним людям. Впрочем, многие специалисты называют совсем иные, намного более поздние даты возраста статуй с 1300 по 1500 годы нашей эры. Еще один артефакт, наоборот, не может похвастаться размером.
Это крошечные шарики, найденные в ЮАР, которые размером достигают лишь около 3 сантиметров и походят на мини-глобусы. Только на них нанесен не современный, а однообразный пейзаж ранней Земли. Некоторые специалисты оценили возраст загадочных сфер в 3 миллиарда лет, а состав – как сплав из металлов. Эта технология под силу только развитым сообществам. Могли ли они возникнуть на молодой планете? В то время в атмосфере было еще очень мало кислорода. Жизнь на планете только зарождалась. Ее представляли безъядерные бактерии и археи, которые обитали в океане и не нуждались в кислороде. Только пришельцы могли оставить такие высокотехнологичные изделия в те времена. Правда, большинство геологов склоняются к мысли, что шарики имеют естественное минеральное происхождение, и никакие инопланетяне здесь ни при чем. Сама идея о том, что древние астронавты посещали Землю, не воспринимается всерьез большинством ученых. Однако нет достаточных оснований этот сценарий полностью отрицать. Равно как и другую теорию об инопланетянах. Только она не отправляет внеземных астронавтов обратно в космос. Она вечно привязывает к нашему миру. Развитая цивилизация из глубин Вселенной, которая появилась на Земле задолго до человека, по сей день скрывается глубоко под поверхностью планеты. Мы слышали много подобных рассказов и раньше. Они полностью считались чем-то из области фантастики. Однако недавно подобную версию выдвинули исследователи из Гарвардского университета и Технологического университета Монтаны. Их предположение связано с многочисленными свидетельствами о появлении в нашем небе летающих тарелок. Да, но тут у любого из нас возникнет один вопрос. Какая связь между странными летающими объектами и подземным царством неких существ с подозрительной внеземной родословной? Давайте разберемся в этом вместе с учеными, совершив путешествие с небес под землю. Вы заметили, что интерес к необъяснимым наблюдениям неких летающих объектов в последние годы резко возрос? Свидетельства о таких феноменах возникают просто одно за другим. Только за последнее время очевидцы заметили в небе над Манчестером НЛО в виде огненного шара. А тысячи людей в ночь с 5 на 6 июня в Казахстане наблюдали в небе странные огни. До сих пор идут споры, были это метеориты или залпы новейшего оружия. Но большинство свидетелей склоняется к мнению, что в небе светились летающие тарелки инопланетян. Многие люди заявляли даже о прямых встречах с внеземными существами. Но никаких подтверждений этому не было. Очевидцы в основном вспоминают инопланетян как небольшого роста человекообразных созданий с серой или зеленой кожей и яйцеобразными головами. В остальном описания разнятся. Пришельцев характеризуют как необычно щуплых или, наоборот, плотных, с большими, иногда скрученными в трубочку ушами, либо вообще без них. Большинство сходятся на том, что незнакомцы обладают даром телепатии и внушения. Но это рассказы обычных людей, возможно, слишком впечатлительных, с неустойчивой психикой, склонных к мистификациям. В их утверждениях легко усомниться. Труднее оспорить свидетельства более подготовленных очевидцев, например, военнослужащих. На слушаниях, которые дважды проводили в Конгрессе США, названо 400 случаев фиксации необъяснимых явлений в воздухе военнослужащими, особенно летчиками. 3 самых известных объекта поймали в кадр экипажи самолетов ФА-18 над Тихим и Атлантическим океаном. Съемки велись с помощью передовых инфракрасных модулей АТ-ФЛИР, которые крепятся к фюзеляжу самолета. Особенно бурная реакция последовала после показаний бывшего офицера разведки ВВС США Дэвида Груша в Конгрессе США. Груш утверждал, что США участвовали в давней программе по поиску инопланетных космических кораблей. Это разожгло общественное и научное любопытство, побуждая даже НАСА расследовать таинственные высокоскоростные объекты, о которых сообщали военные пилоты. Несмотря на многочисленные отчеты Пентагона, достоверных доказательств внеземной жизни так и не было найдено. Законодатели пришли к выводу, что никаких таких зеленых человечков или разумных ящеров в нашем небе не летает. Однако гарвардских ученых это не остановило, и они создали несколько интригующих версий.
Одна из теорий предполагает, что мы являемся остаточной формой древней высокоразвитой цивилизации, которая продолжает наблюдать за нами. По другому сценарию, пришельцы добрались до Земли миллионы, а то и сотни миллионов лет назад. В то время еще не появились местные разумные виды – неандертальцы и кроманьонцы. Внеземные существа выбрали себе полностью защищенное место базирования, скрытое от лишних глаз, под поверхностью планеты. Другие варианты включают гостей, прибывших из иного временного периода. Либо нас посетили сущности, описанных авторами гипотезы как менее технологичные, а скорее магические. Чаще всего они похожи на земных ангелов. И действительно, есть немало древних свидетельств о пришельцах, которые, скорее всего, воспринимались в свое время в качестве богов. Индийские археологи недавно обнаружили доисторические наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет. На них изображены гуманоиды, а рядом с ними объект необычной формы на 3 опорах. Можно предположить, что это космический корабль инопланетян. Недавно в заповеднике Свага-Свага Танзании археологи, возможно, тоже увидели инопланетян глазами жителей Древней Африки. В том месте откопали 52 доисторические стоянки, и в них наскальные рисунки. На одном видны загадочные фигуры человекообразных существ с гигантскими головами. Они очень похожи на инопланетян, которых мы видим с экранов телевизоров. Есть и множество других археологических данных о пришельцах, которые посещали Землю. Внеземные существа не просто наблюдали за людьми, они периодически помогали нашим предкам вести созидательную деятельность, когда советами, когда непосредственно технически. Люди понимали, что контактировали с иными, считали их богами за мудрость и сверхчеловеческие умения. Как примеры впечатляющей древней инопланетной деятельности ученые приводят подводные пирамиды у берегов Японии и высоченную башню на обратной стороне Луны. Пирамиду, точнее гигантскую ступенчатую конструкцию, высеченную из камня, обнаружил японский дайвер в 1987 году у берега острова Рюкю. По оценкам, ей около 10 тысяч лет. Скептики, правда, считают, что ступени японской пирамиды образовались естественным путем. То же самое с башней на обратной стороне Луны. В НАСА утверждают, что никакого сооружения на самом деле там нет. Есть лишь иллюзия возвышающегося вертикального строения с площадкой наверху. Ее создает небольшой кратер на гребне крупного кратера Марсениус-И и порода, осыпавшаяся в него. Но существует ли свидетельство о том, что базы инопланетян расположены под землей? Исследователи выделяют наблюдения странных кораблей и необъяснимых явлений, таких как светящиеся шары. Эти таинственные объекты появляются и исчезают в местах потенциального доступа в недра планеты, например, в жерлах потухших вулканов. Неизвестные объекты сторонники теории расценивают как летательные средства криптоцивилизации. Они взлетают со скрытых подземных или подводных баз. Бывший член Палаты представителей США Майк Галлахер поддерживает эту гипотезу. Он уверен, что древняя цивилизация, возможно, долго скрывалась от людских глаз под поверхностью Земли. Теперь инопланетяне по какой-то причине решили, что пришла пора постепенно, очень осторожно о себе заявить. Исследователи предполагают, что криптоземляне могут принимать нечеловеческие формы, например, приматов или рептилий. Иногда они становятся точь-в-точь, как окружающие люди, и их невозможно отличить в толпе. Кроме того, отдельные виды криптосуществ, скорее всего, скрываются на Луне. Гарвардский астрофизик Ави Лэб, в свою очередь, думает, что древние цивилизации существовали до людей на Марсе и Земле. Они эволюционировали в разное время, разделенные миллиардами лет, потому остались неизвестными друг другу. Исследователи из Гарварда утверждают, что такие гипотезы заслуживают внимания из-за некоторых необъяснимых с точки зрения науки наблюдений за НЛО. Ученые призывают держать эти нетрадиционные идеи под рукой. Их невероятные версии еще могут пригодиться, ведь исследования феномена летающих тарелок продолжаются. А тем временем можем подвести итоги нашего путешествия в поисках доисторических разумных существ. У нас нет точных сведений ни об одной промышленной цивилизации.
которая предшествовала появлению разных людей. И в то же время ее нельзя полностью исключить. Чтобы найти такие цивилизации, по мнению ученых, потребуется разработка новых методик и технологий. Это может пригодиться не только на Земле, но и на Луне, Марсе, Венере. Мы знаем, что раньше и Марс, и, вероятно, Венера были более пригодными для жизни, чем сейчас. Луна же просто близко от нас, и ее теоретически могла когда-то освоить цивилизация, прилетевшая туда с Земли. Возможно, однажды мы изучим геологические отложения на этих небесных телах и найдем более точный ответ. Не исключено, что он станет настоящей сенсацией. Кто знает, не ждет ли нас там уже миллионы лет весточка от братьев по разуму? Или она находится буквально у нас под ногами, глубоко под землей? Пока здесь вопросов больше, чем ответов. Ищем дальше, путешествуем в поисках новых доказательств и артефактов. Если разумные существа или древние цивилизации до человека когда-то были, рано или поздно мы обязательно найдем их следы.